жить. Всем привет, друзья! С вами Crazy Train, и сегодня у нас речь пойдет о кранвагоне, достаточно интересной машинке, и о том, почему ее не любят статисты. Это у нас карта провинция, которую нам вернули в патче 1.0, на которой я, в принципе, попадаю очень редко, засмотрелся на пейзажик, пиндюрился в камушек, не заметил его. Под веселую музычку, конечно, это смотрелось веселее, как-то пободрее, посмешнее. Но сейчас можете быстренько в начале боя глянуть, что будем делать. В принципе, тактика схожа с обоих респов, что сверху, что снизу. Кто занимает первые горки, кто играет понаглее, кто играет посмелее, у кого лучше команда с мозгами, кто точнее стреляет, тот, в принципе, и побеждает. Главное закатиться. Очень все похоже. Это у нас World of Tanks, ничего нового. Кто смелее, тот и выигрывает. Что же у нас можно сказать о кранвагоне? Почему его так не любят статисты? Хотя, в принципе, если верить статистике на вот News, то очень даже наоборот. У него самый высокий процент побед среди барабанных танков 10 уровня, именно тяжиков, то есть среди AMX 50B, Хэвика и кранвагона мы занимаем первое место, что, в принципе, меня очень и очень удивило. То есть, ну, мне кранвагон очень нравится. Машинка очень интересная, очень прикольная, на нем реально комфортно, прикольно играть. С одним условием, которое я скажу позже. Также у меня есть и AMX 50B, и Хэвик я вот себе недавно выкупил. Все круто, реально вот нравится играть на всех барабанщиках, чисто за счет того, что ты можешь влить сразу очень много урона своему противнику. То есть ты выкатываешься, знаешь, что ты разменяешься, а при этом ты знаешь, что ты вольешь в 2-3 раза больше там, или вообще заберешь, если танк там младше тебя по уровню, а лучше, конечно, на 2. На данный момент мы играем в идеале просто для кранвагона. Лучше быть не может. Мы, во-первых, играем в топе списка, во-вторых, мы играем без такого класса техники, как артиллерия. И вот это один из самых главных факторов, почему данный танк не любят статисты. Можно мириться с тем, что у данного танка самый плохой ДПМ на уровне среди тяжиков барабанных, да, там всего у нас он 2500, у AMX 50B там 2800, у Хэвика там 3400, там вообще сумасшедшие цифры. Можно мириться с тем, что у нас самая плохая точность, опять же, среди того же набора. AMX 50B и Хэвик там 0.31, у нас 0.32. Ну, в принципе, казалось бы, небольшая разница. Но стабилизация пушки даже у Хэвика намного лучше, чем у кранвагона. Да плевать, можно даже мириться с тем, что у нас время сведения 2,2 секунды. Также, в принципе, у 50B. И вот тут удивление больше у Хэвика, но у Хэвика скорострельность выше. Но, блин, мириться даже с тем, что когда между выстрелами 3 секунды, там, против 2,5-2 секунд, черт бы с ним. Но как, вот объясните, как мириться с тем, что у тебя перезарядка при условии того, что у тебя КД внутри барабана 3 секунды, у тебя при этом еще самая долгая перезарядка. То есть 29,6, ну куда это, никуда не годится. Надо как-то, что ли, скомпенсировать это было. То есть, допустим, если у 50B там вот, у Хэви, да, у него, допустим, 2 секунды между выстрелами, самая быстрая зарядка барабана. То есть, ну, это классно. Можно было бы изменить как-нибудь 50B, допустим, у него зарядка чуть дольше, но у него и КД в барабане чуть дольше, да, но при этом альфа у него такая же. То есть, что мешало бы накинуть, допустим, AMX 50B, там, ну, 20-30 лишнего альфа-страйка, да, было бы намного интереснее. Соответственно, у нас зарядка еще дольше, КД у нас в барабане еще дольше. Почему бы нам не сделать повышенную альфу для кранвагона, чтобы хоть как-то увеличить популярность данной машины?
То есть сделать, ну, не 400, а 450, допустим, Альфа Страйка. Но это было бы реально намного интереснее и логичнее, то есть машинка заиграла бы новыми красками. То есть с такими характеристиками, которые есть сейчас, данный танк качать ну просто неохота. Если мы взглянем на наших конкурентов, то есть это Хэвик и 50Б, практически во всем они будут лучше нас. Единственный плюс, который есть у данной машины, это железно-бетонная башка. Он полностью нивелируется таким классом техники, как арта. Опять же, повторюсь, все потому, что вы статист. Если играет человек с XVM, если играет грамотный человек, который напишет, типа, дружище, квадратик, посмотри вот на парня на кранвагоне, он статист, он там играть умеет, он сейчас всю команду нам переимбенит здесь. Надо бы его слить по-быстрому, особенно вот когда 3 арты, знаете, и 2 вот 58-х из них, и там 261, например. Такое чудо прям играть вот на открытой карте, наподобие какой-нибудь Прохоровки, Малиновки, Мураванка, да, тоже вот идеально подходит для таких условий. То есть танк очень зависит от карты, у него нет ни динамики, хоть у нас и заявлено там 60 максималка, но он не едет. То есть, если его там только пинком, знаете, там скинуть с Аль-Халуфа откуда-то с обрыва, чтобы он упал в море и разбился, он полетит эти 60 километров. Он даже там чуть больше полетит, может там километров 80, но он разобьется. Он не развивает такую скорость. То есть, в горку заехать на кранвагоне — это вообще край. С КД между выстрелами мы не можем никого держать на катке, то есть тупо все уезжают. Чтобы накидать много урона на данной машине, это надо, чтобы просто очень сложились карты, и вам очень-очень повезло. Плюс, опять же, пробой у нас на голде, его нету, но честно, ребят, я не понимаю, так же вот, может, как и многие из вас, почему реально данному танку-то не дать повышенный альфа-страйк. У нас нет ничего, чтобы мы могли как-то противостоять. Взять Хэвика. Пробой голдой 340 миллиметров. Ок, при этом у него лучшее КД внутри барабана, лучшее КД самого барабана, самый высокий ДПМ. Взять 50Б, у него 325 пробой на голдовых снарядах, да? При этом он посерединке, он реально универсальный. У него есть и броня, он что-то отбивает, он и едет, он и таранит, у него масса есть там сумасшедшая. И если там вкачан перк мастер тарана, он там вообще просто делает нереальные вещи. То есть можно играть на танке чисто по фану. Но у нас же нет этого ничего. То есть почему бы нам тогда хотя бы не дать нормальный пробой? Я, конечно, понимаю, что на первой итерации теста очень многие вододелы говорили, что, мол, танчик будет имбой, Хэвик и 50Б умер, но в итоге получилось как-то наоборот, нерфанули достаточно сильно кранвагона, и сейчас он не популярен. И, опять же, не популярен он только в тех случаях, где есть артиллерия. То есть, ну, опять же, мы не выбираем тип боя, мы не выбираем, как нам играть, с кем нам играть, будет ли арта или нет. Но попадая вот в такие бои, как сейчас, вот, допустим, у меня бой без арты, я играю здесь чисто по кайфу, здесь играть очень весело, я играю от углов, меня здесь большинство пробить не может, я играю грамотно. Но опять же, смотрите, как мне везет. Моя команда не едет вперед, она стреляет по моим разведданным и по своим разведданным, то есть, скорее всего, там светит Батчат и Лев. Они светят, они стреляют, я как-то еду вперед, чтобы хоть как-то настрелять урона. У меня нет динамики, я еле еду в горку, у меня нет ни повышенного альфа-страйка. Если вы статист, вас будет просто арта любить по КД, у вас нет брони, потому что во лбу башни, то есть не во лбу, на крыше башни у вас броня полностью отсутствует, у вас отсутствует броня на кормовой части, то есть где моторный отсек, брони нет никакой, пролетает туда стабильно фулка. Плюс, чтобы хоть как-то увеличить время, уменьшить время перезарядки нашего барабана, приходится играть с доп-пайком, что, соответственно, опять же, рискованно, так как из-за плотной компоновки экипажа, то есть у нас командир имеет перки заряжающего, так же, как и наводчик имеет перки заряжающего. Перки выставить очень-очень трудно, то есть ты думаешь, надо вот это вкачать, а не получается, ты не можешь это сделать.
И также по модулям танк очень сильно скомпонован, что если у тебя критуется что-то одно, как правило, критуется и другое. То есть это не удивление, что на кранвагоне вам будут выносить там 3-4 модуля, да, могут вынести, допустим, грубо говоря, сразу. Также могут там сразу 2 членов экипажа вывести. То есть танчик реально, он не для статистов, он для фана. То есть, если вы хотите чисто поугарать там со своими друзьями, да, покататься во взводе, машинка будет заходить идеально. То есть, это, знаете, как вот Т-10 на 9 уровне. Это не тяжелый танк, это СТ-шка, которая может давить с СТ-шками, которая на ДПМе имеет ДПМ равные СТ-шки, да, и она там будет разваливать, будет очень весело, даже что-то отбивать. Вот то же самое можно сказать о кранвагоне. Это такой мини-редут, если ему позволяет сделать это рельеф, и если нет артиллерии. Если нет одного из этих факторов, играть будет крайне-крайне сложно. Особенно если присутствует второй фактор, как артиллерия. Играть будет очень-очень сложно. Особенно если вы статист и если вы играете взводом со статистами. То есть единственное спасение для вас будет это играть с более скилловым чуваком, чтобы арта кидала по нему. Вот такой вот лайфхак небольшой. Ну а если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайки. Можете сделать репост, мне будет очень приятно. Также все комментарии я читаю, так что можете смело их оставлять. Что-то дополнить, что-то может убрать, может я в чем-то был неправ, вы меня поправите. Я это все почитаю, приму для себя какие-то сведения, что-то буду с этим решать и думать. Ну а с вами был Crazy Train, до новых встреч, пока!